Что должен знать новичок о Stars Together? Хотя нет, давайте уточним. Кто такой новичок? Может быть, это человек, который только начал играть в игру? Или может быть, это человек, который раз за разом не может доджить циклопа оленя, и он уже снится ему в кошмарах? А может, это человек, который может прожить игровой год, но не понимает, что ему делать в игре? Как вы поняли, это видео может пригодиться даже тому, кто наиграл в DST свыше сотни часов, но не может продвинуться в определенных моментах. Ладно, не будем тянуть кота сами знаете за что и погнали разбираться в этой непростой игре. За кого играть? Тут так много персонажей. В DST очень много персонажей со своими уникальными механиками. Кто-то может съесть только мясо, но имеет встроенный вампиризм. Кто-то теряет рассудок от сгоревших рядом деревьев. Кто-то питается не едой, а душами, а кто-то может обращать время вспять и манипулировать им. На самом деле никто не заставляет вас играть на каком-то определенном персонаже якобы для новичков. Даже наоборот. Любой сложный персонаж принесет новичку больше профита, чем какая-нибудь Венди. Погибли, потеряли очередной мир. В этом нет ничего проблемного, хоть и обидно. В конце концов, вам было интересно играть на этом персонаже, поэтому выбирайте на свой вкус и цвет и не прислушивайтесь к чему-то мнению. Если вы хотите узнать определенные особенности каких-то персонажей, то ссылки на вики я прикреплю в описании. Вылез у портала. Что делать теперь? Вообще, начальная практика у большинства игроков в DST ходить и исследовать карту. Сейчас она у вас больше похожа на заляпанный чернилами шедевр искусства, а вам надо его раскрасить, чтобы хотя бы приблизительно понимать, где, что, зачем и для чего. Параллельно с исследованиями можно и нужно собирать вот эти ресурсы. Это ваши бро. Можете набивать ими хоть все ваши карманы. Также запомните сразу на все прохождения. Вам необходимо таскать с собой хотя бы какую-то еду, потому что вы можете оказаться в ситуации, где не сможете быстро найти ее, но будете истощены от голода. Даже жалкие 5 ягод могут спасти вас в трудную минуту. Но из этого исходит другое правило. Не набивайте карманы тонной еды, которую вы не сможете эффективно съесть. Важно учитывать баланс между голодом и порчей пищи. На пару-тройку дней вам вполне хватит 20-30 ягод, но смысла от 60-80 уже не будет, конечно же. Например, мой базовый инвентарь на третий день выглядит так, и я ни о чем не жалею. Также можно и нужно поставить научную машину где-нибудь, чтобы сделать себе копье, рюкзак, лопату и деревянную броню, к примеру, а потом снести ее. И да, именно деревянную броню, а не травяную. Травяная броня только на те редчайшие случаи, когда под рукой нет лишней древесины на деревянную, а опасность неминуемо приближается. На 11-й день не забудьте забрать гломера из каштанового леса. Если вы смогли найти Честера, то всегда ходите с косеглазом, не бросайте его в будущем. Перед какой-то дракой всегда можно выкинуть его, чтобы он не пострадал, а место он вам сэкономит знатно. Нет смысла держать его где-то в качестве интерьера. Спустя какое-то время вы встретите гончих. Они приходят в разные интервалы времени в зависимости от прожитых суток. Тактика с ними абсолютно проста. Снимайте рюкзак и надевайте броню, ищите самую первую собаку, байтите ее на тычку, отбегайте, а после укуса возвращайтесь и бейте по 1-2 раза. Если вы совсем не в теме, то лучше бейте один раз и сразу повторяйте процедуру, чтобы гарантированно не получить урон. Про отмену анимации и про подобное я не буду говорить, ведь те, кто знает об этом, наверняка уже 100 раз научились делать это где-то еще. Да и какого-то нереального смысла в этом нет. Ну, прошло сколько-то там дней, я исследовал карту. Что дальше-то? Но для начала вам надо выбрать место для базы в зависимости от потребностей. Бесит возгорание построек? Вам путь в пустыню или в океан за шишкой. Раздражают гончие? Тогда внезапно вспоминаем о болоте, бифполе или свиньях. Ведь эти бро дадут за вас жизнь, чтобы навалять собакам. Боитесь, что не хватит ресурсов на окраине и ходить быть поближе ко всему? Портал не просто так стоит в центре карты, так что вперед строить базу там. Это-то понятно. А что на базе-то должно быть? Постройка базы легче легкого. Ставите свою первую алхимическую машину и кострище. И вуаля, у вас появляется ваша первая база. Вообще, у каждого игрока она выглядит по-разному. Я лично предпочитаю делать нечто подобное. Тут есть все. И палатки, и научные станции, и котлы с холодильниками. Но давайте обо всем по порядку. Для удобства разобьем базу по определенным секторам. Сектор исследований. Тут все просто. Наша алхимическая машина, теневая станция, гончарный круг, бак мыслей, и в целом этого вам должно хватить. Никаких термостатов и дождеметров вам тут не надо. Это вообще одни из самых бесполезных построек в DST. Конечно, никто не запрещает вам вдолбить всю базу какими-нибудь лунными часами, но это будет попросту невыгодно и бесполезно, поэтому решайте сами. И не забывайте о кострищах. Я предпочитаю ставить в каждом секторе по одному горячему и по одному холодному кострищу, чтобы было комфортно и летом, и зимой. Сектор сна. Тут вообще ничего особенного. 2 палатки и 2 сиесты, чтобы вы могли вздремнуть и днем, и ночью. Конечно, может вылезти вопрос, почему именно 2, а не 1? Но это как спрашивать, зачем тебе запасное колесо в багажнике. В любой момент вам может понадобиться дополнительный сон после какого-то действия, а ваша палатка развалится в самый неподходящий момент. Сектор пищи. Вообще, планировка тут у каждого может быть своей особенной. Я вот, к примеру, играю с модом Realistic Placement, и довольно часто люблю ставить нечто подобное. Ну или такое. Короче, тут все лишь зависит от вашего воображения. Главное, чтобы были котлы, 1 или 2 сушилки,
холодильник и птица в клетке. Сектор склада. Что вообще тут разбирать? Целые ряды сундуков? Я люблю делать сортировку вещей и вам рекомендую этим заниматься. Можете помечать нужные ряды либо скинами на сундуке, либо табличками. Моя дефолтная сортировка выглядит именно так. Остаток. Не забывайте ставить громотводы, чтобы вашу базу не спалила случайная молния. Радиус работы громотвода поможет узнать этот мод. Ну и то же самое с снежкометными машинами, если вы псих и построили базу не в пустыне. И что? Даже ферма не нужна? Вообще, далеко не в каждом прохождении вам нужны целые гектары земли, засаженные кустами и саженцами. Так как лени немного не поняли смысл названия своей игры, вы буквально можете найти еду на каждом шагу. Но ферму мы с вами все равно разберем. И конечно же тоже разобьем ее по секторам. Сектор ягод. Как правило, это та же площадь 2 на 2 тайла, полностью засаженная кустами. Я люблю огорожать такие места заборами и дверьми, чтобы потенциальная еда в виде внезапного индюка из куста никуда не убежала. Сектор травы. Тут все абсолютно идентично, за исключением того, что травы тут гораздо больше. Забор же тут нужен, чтобы гекконы, которые могут вылезти из травы, никуда не сбежали. Сектор саженцев. На самом деле тут не нужен ни забор, ни двери. Просто я ставлю это ради симметрии. В основном никаких отличий с предыдущими секторами нет. Дополнительный сектор. Как правило, он существует просто ради того, чтобы существовать. Его всегда можно засадить дополнительными ветками или травой, или засадить в клетку парочку коала-слонов. Может быть даже сделать загон для своего бифула или поставить грибную плантацию. Сектор пасек. Вот это наши парни. Вы вообще видели, сколько меда эти другульки производят? Да за один день вы можете собрать меда на целый сезон, если построите реально добротные пасеки. Тут вообще все просто. Ставите пасеку, окружаете ее цветочками. Профит. Если уж сильно хотите сделать фермы в первый же год, то рекомендую обратить внимание на этих ребят. Не забудьте, что пасеки лучше ставить подальше от основных секторов базы, потому что эти дружбаны становятся агрессивными весной и могут проткнуть вас похлеще, чем в хентай с тентаклями. Окей, у меня есть база. А что дальше-то? Скоро зима так-то. Множество игроков рашат руины в первую же осень или пытаются убить драконью муху. Если вы один из таких, то спросите себя, интересно ли мне сделать это еще раз? Если да, то вперед из песней. А если нет, то вы можете поступить так же, как я советую всем новичкам. Побродите по карте, пособирайте ресурсов, в конце концов сплавайте в океан и начните исследовать его. Главное успеть сделать термальный камень до 21 числа, а так даже шапка вам не особо нужна. Хотя если решите убить пару енота, котов или бифола, то вам никто не запрещает сделать ее. И да, просто забудьте про толстовки, жилеты и так далее. В инвентаре для слота под одежду у вас всегда должны быть только рюкзак и броня. Остальное уже бесполезный ненужный хлам. Также важно придерживаться одного простого правила. Вне зависимости от сезона таскать с собой бревна, траву, ветки, камень, кремень и золото. У вас вполне может возникнуть вопрос, зачем мне таскать весь этот хлам на постоянной основе? И да, фактически кроме бревен, травы и веток вам особо ничего не нужно. Но кто знает, вдруг вам внезапно пригодится кремень на копье или инструменты, а его не будет рядом. Такой логики я придерживаюсь постоянно, и поэтому мне не особо мешают занятые 6 слотов. Да и в конце концов всегда же есть Честер, который добросердечно поможет вам потаскать хлам. Также было бы неплохо сделать фонарь и шахтерскую каску, если вы их еще не сделали. В случае шахтерской каски вам надо всего лишь поймать светлячка, и она уже будет готова. А в случае фонаря вам уже придется спуститься в шахты и собрать лампочек. Хотя это два взаимосвязанных фактора. Ведь каску вы можете подзаряжать этими же лампочками, поэтому вам в любом случае придется спуститься в шахты. Ищем этот камень, ломаем, запрыгиваем, забираем лампочки и уходим. Всегда старайтесь подзаряжать фонарь и каску именно лампочками, а не светлячками, потому что они хотя бы возобновляемые и проще в добыче. Так, наступила зима. Что делать? Если вы новичок, то не паникуйте. Вам важно запомнить два правила. Всегда нагревайте термальный камень до максимума, чтобы ставить меньше костров в походах. Всегда носите с собой хотя бы бревна, траву и ветки. Также можно носить с собой факела, чтобы поджигать близлежащие деревья. Если будете придерживаться этих правил, то проблем с заморозками у вас вообще не возникнет. За исключением тех случаев, когда вы решили начать драться и не подумали о тепле. А так зимой вы вполне можете доделать что-то на базе, что не успели сделать. Либо доисследовать карту, на которой еще могут быть темные пятна. Самым оптимальным решением будет пойти к макбивням, которых вы наверняка смогли найти за первую осень, и выфармить их там у шентры и бивни. Самое важное. Благодаря бивням вы сделаете себе трость и будете бегать на целых 25% быстрее. Что в цифрах кажется маленьким, но на деле ускорит все ваши действия на 2 минуты за игровой день. 30-й день. Ты глупо ленерю. Как поступить? Для начала вам надо убежать от своей базы как можно дальше, чтобы он не разнес ее. А дальше дело за малым. Если умеете с ним драться и догадались себе сделать броню с оружием, то ставите костер где-нибудь неподалеку, агрите его на себя и убивайте методом 2 удара отбежал. Если же не умеете драться, то агрите его на всех, кого можно. Свиньи, бифола, пауки, щупальца, драконья муха, дотеры. Хотя не, это уже лишнее. Либо можете поводить его по деревьям в лесу, пока не вылезет энд и посмотреть на эпичную зарубу 2 боссов, который скорее всего победит циклоп, но лишится неплохой доли здоровья.
А там уже можете либо добить его, либо продолжить тактику дистанционного боя. Главное сохранить его глаз до весны и не терять его нигде. А лучше спрячьте в сундук. И что? Зимой прям совсем больше нечего делать? Вообще, если вы уверены в своих силах и нашли какой-нибудь террариум, то можете испытать себя в битве с довольно легким боссом на фоне остальных. Его основная сложность в рывках и призыве глазиков. Рывки доджатся простым движением по диагонали, а глазики можно убивать в промежутках между рывками. При наличии брони и увороте от всех рывков вам, скорее всего, даже не понадобятся хилки. Еще босса можно убить только ночью. Вполне вероятно, что вы не сможете убить его за первую ночь. Но если вы его раздамажили на, допустим, 3000 хп, то если призовете его на следующую ночь, то хп останется точно таким же. Если осилите его, получите классный шлем на долгое время, который еще и чинить можно. Ну, либо вы можете убить драконью муху, но о ней попозже. Также не забудьте собрать 45-60 кусочков льда, если ваша база не в пустыне и вы не собрали узловатый орех для защиты базы. Летом пригодится. Ты реально предлагаешь сражаться копьем? Ощущение, словно оно из резины. На самом деле копье это просто универсальное решение на первое время. Если вы успели сделать теневую станцию и столкнуться с парой-тройкой ужасов, то не стесняйтесь сделать темный меч и получить свои 68 урона. Не успели или нет ресурсов? Не беда. Можете прогуляться в болоте вечерком и наверняка найдете тонну шипов щупалец. Одно из самых крутых орудий за счет соотношения урона, легкости получения. Главное, не наступайте не в неправильные места. Весна на дворе. Чем заняться? Первым делом вы никуда не деваете термальный камень. Ведь первую половину весны вы все еще будете замерзать, скорее всего. А дальше уже идете в пустыню. Собираете обломки костей и делаете себе глазонтик из того глаза, что вы сохранили из циклопа оленя. Если вы посеяли этот глаз и не знаете, что делать, то можете сделать дождевую шляпу, которая тоже довольно просто делается. Ну, либо вы можете забить на дождь. Просто вам придется носить с собой шапку, чтобы не ставить костер каждые 2 минуты. Подготовились? Супер. Теперь у вас гигантская возможность делать целый сезон все что угодно. Обычно я либо подфармливаю лусей-гусей, либо отправляюсь в мореплавание. Ну, либо исследую подземный мир. Вас же никто не останавливает заняться чем-то еще, ведь у нас неторопливое прохождение. Кстати, немного про лусей-гусей. Появляются они всегда в таких местах, каждую весну рандомно. По-хорошему надо начинать драку с ним только тогда, когда лусята вылупятся, потому что в противном случае вам придется ломать яйцо и получать молнии по голове. Тактика битвы с ними довольно проста. Сначала агрите мамку, даете по 2-3 тычки, байтите на тычку, отбегаете и повторяете процедуру. Примерно каждые 3 удара она будет кричать и выбивать оружие из ваших рук, но это довольно просто доджится. Просто классните по оружию ЛКМ, взяв его в руки, и лусю нечего будет выкидывать. После чего классните обратно и придерживайтесь предыдущей тактики. С лусятами же будет посложнее. Когда убьете мамку, они покраснеют и будут пытаться убить вас. Важно просто отбегать от них по диагонали и бить до талого, пока они в стане. А зачем мне вообще убивать его? На самом деле в нынешних реалиях убивать луся особого смысла нет. Но если вы хотите ощутить полный экспириенс или убить всех боссов, то приятным бонусом для вас будет возможность сделать ветродуй и роскошный веер, который поможет летом. А что дальше? Весна не самый благоприятный сезон для каких-либо дел. Например, убийствами боссов неприятно заниматься из-за потенциального внезапного дождя. Кстати, про дождь. Весной может пойти дождь из лягушек с шансом в 16%. Справиться с ним можно, хоть и не без проблем. Для начала по-хорошему надо убежать с базы, неважно куда именно. А дальше можете находиться в постоянном движении и бежать в одном направлении, так как лягушки появляются только в пределах вашего экрана. Если хотите пофармить лягушачьи лапки, то можете прийти к бифалу, пчелам или гусю-лусю и посмотреть за настоящей вакханалией. Вернемся к весенним делам. Вам никто не запрещает спуститься в пещеры и пофармить ресурсов для теневых мечей, ну или банально исследовать подземный мир. Или же сплавать на лунный остров и... Так, стоп. Я же еще не рассказал о нем. Начнем сначала с мореплавания. В игре есть такая вкладка, которая открывается при постройке бака мыслей. Хороший плот содержит в себе сам плот, 2 паруса, якорь, штурвал, костер, холодильник и основание громотвода на один из парусов. Делается это все довольно просто, хоть и затратно. С таким плотом будет комфортно добраться до лунного острова. Это такой клочок земли в океане, к которому можно добраться только вплавь. Смысл его посещения на этом этапе есть только ради крафта стеклянных резаков, которые являются более приятной альтернативой теневым мечам. А как его найти-то? На карте могут встретиться такие или такие участки. Они означают то, что неподалеку от основного материка есть какой-то остров. Всего в игре на момент создания ролика таких островов 4. Ледник, остров Отшельницы, лунный остров, лунный пирс. Пока что нас интересует только 3-й остров, который как раз может находиться в одном из таких мест. Ну вот я доплыл и нифига не понимаю. Какой-то глаз, какие-то салатмандры. А резаки мои где достать? У этого острова есть свои особенности. Рассудок на нем инвертируется, и наличие высокого рассудка является небольшим минусом, потому что вас будут пытаться усыпить гештальты, появляющиеся только если ваш рассудок выше 25%. Но как по мне, это не минус, а скорее плюс, ведь спустя пару засыпаний вы становите себе львиную долю рассудка, что везде хорошо, кроме этого острова. Также на нем можно встретить различных интересных существ, но пока что они не интересуют нас. Вернемся к резакам.
Чтобы сделать их, вам надо найти такие камни и разломать их на алтари, после чего найти любые 3 лунные дырки в форме треугольника и начать выстраивать одну из них. Как только доделаете алтарь, сможете делать и лунные резаки, и лунные топоры из стекла и досок. Главное унести все это добро. Также вы можете встретить такие штучки. Это стебли водорослей. Их тоже по-хорошему надо забрать, так как вы сможете выращивать их прямо рядом с базой. В игре они являются овощами, а значит хорошим ресурсом для казана. К тому же восстанавливаются за 3 игровых дня, прямо как кусты с ягодами. Так, ну я сделал это все. Что теперь? Теперь весь остаток весны можно привести на свой вкус и цвет, но я бы посоветовал сделать эндотермический костер и оставить лежать его в крафтах, чтобы быть готовым к лету в любой момент. И не забывайте чинить свой глазонтик швейным набором. Делается легко, но значительно сокращает кучу моройки. Наступило лето. Что делать? Я горю. Первым делом, если вы никуда не выкидывали глазонтик, то можете надеть его, потому что у него приличная защита от жары. Если у вас его не было, либо ваша база в пустыне, то можете порыбачить в оазисе и выловить чертеж на пустынные очки, которые позволяют с комфортом находиться в пустыне и немного защищают от жары. Если вы планируете переждать этот сезон в пещерах, то в принципе можете забыть про все это и смело направляться туда. Но пока что разберем начало лета. А что делать с базой? Она же скоро может сгореть. Опять же, если база в пустыне или под большим деревом, все хорошо. Можно максимум поставить снежкометные машины на ферме, чтобы они не засыхали. Если же нет, то старайтесь ставить их по всей ферме таким образом, чтобы они не задевали кострища, потому что иначе они будут тушить их. Может быть такое, что вы не нафармили лед или шестеренки. Ваша база не в пустыне и под высоким деревом. Тогда базу вы можете защитить только одним способом – переждать лето в пещерах. Окей, база не сгорит. А что делать с землетрясениями? Тут у вас два пути. Либо терпеть и доджить воронки муравьиного льва подальше от базы, либо убивать его. Если вы сделали пустынные очки, то в целом это будет несложно. Пройдемся по порядку. Сделать его врагом очень легко. Надо дать ему полностью замороженный термальный камень, после чего он застанется. А дальше дело за малым. Избивать его, отбегать от шипов из-под земли и повторять до его смерти. Чем меньше будет хп у босса, чем чаще он будет спавнить эти шипы, поэтому будьте аккуратнее. Ради уверенности можно сделать несколько вареников или медовых бинтов и несколько комплектов брони. Босс практически полностью бесполезен для синглплеера, поэтому убивать его или доджить решать вам. Допустим, я убил его. И что мне дальше делать? Неужели снова заниматься всякими исследованиями и улучшениями базы? Хоть в этой части гайда мы и разбираем, как прожить свой первый игровой год, все же рекомендую сходить в руины летом, потому что это самый идеальный сезон для этого. Получается, муравьиного льва теперь совсем нет смысла убивать. И как мне найти эти руины? Для начала прихватите всякие самоцветы, если смогли найти их, а также возьмите с собой молот, либо ресурсы на него. И лишним будет взять побольше еды и хорошо распределить свой инвентарь, потому что в руинах есть проблема с нехваткой места. Поясню немного про остановку в пещерах. Во многих местах тут темно, поэтому жизненно необходимо взять шахтерскую каску и фонарь. Также из-за этого у вас всегда будет падать рассудок. Благо вы всегда можете найти зеленые грибы в виде деревьев или самих же грибов, пожарить их и восстановить себе рассудок. Нашествия гончих же сменяются на глубоководных червей, которые имеют 900 здоровья и вот такую неприятную атаку. На них все так же распространяется тактика забайтил на тычку, отбежал, ударил 2 раза, повторил. С едой в случае чего у вас не будут возникать проблемы. Видите, тут клей немного запутались и накидали кучу еды через каждые 2 метра. В самих пещерах вам для начала нужно найти грязевой биом. Он выглядит вот так. Кстати, тут вы еще можете найти кошмарного свиного оборотня, но о нем попозже. Если смогли найти, то теперь надо поискать вот такие колонны. Они будут служить ориентиром для руин. Также домики обезьян, проглоты и черви будут буквальной сигнализацией того, что где-то неподалеку руины. Но это не точно. Ну и вот этот дерн с тулицитовыми стенками также служит знаком, что они неподалеку. Сами же руины выглядят таким образом. Ну или таким. Вообще у них разные вариации спавна, но суть вы поняли. В них вам надо собрать как можно больше тулицита, самоцветов и шестеренок. В руинах из агрессивных мобов вы можете встретить только механических тварей и теневых ужасов. Про вторых поговорим позже. Старайтесь не сталкиваться лицом к лицу с ладьей, а если и столкнулись, то бегите на всех парах от нее, потому что драться с ней крайне неблагодарное дело. В свою очередь, коня или слона вы спокойно можете пытаться убить. С первого падают шестеренки и всякая полезная дребедень, а со второго может выпасть фиолетовый самоцвет в придачу к шестеренкам. Тактика битвы с ними довольно проста. Для коня мы делаем 1-2 удара, байтим на тычку, отбегаем и сразу же после его удара бежим обратно, чтобы успеть снова всыпать ему. Для слона же еще проще. Просто танчим, потому что задожить его тычки можно только с около максимальной скоростью. Если вы решили убить ладью, то рекомендую тоже просто затанчить ее, потому что у нее нет определенных паттернов поведения. Погоди, про кого ты там хотел поговорить? В подземном мире константы есть такое понятие, как кошмарный цикл. Во время него вы встретите гораздо более агрессивные пещеры. Во многих местах будут спавниться ужасы, а обезьяны будут обретать свою агрессивно-кошмарную версию. Всего у этого цикла 4 фазы. Спокойствие, где все хорошо. Предупреждение, где экран немного сереет, а кошмарные огни начинают светиться. Кошмар,
где экран становится почти серым, кошмарные окни светятся очень ярко и появляются теневые ужасы с кошмарными обезьянами. И окончание, где все возвращаются на свои места, но все еще есть ужасы и кошмарные обезьяны. Этот цикл является неплохой головной болью многих игроков, поэтому рекомендую не геройствовать во время него и не заходить в руины, если вы не хотите стать очередным скелетом константы. Кстати, во время кошмарной фазы появляется уникальный ужас – тающийся кошмар. Ничего особенного не дропает, но имеет 900 здоровья и вот такую неприятную обратную атаку, если ударить его. Ну, собрал я все это. И что мне тут делать? Теперь пора чинить любую псевдонаучную станцию и сделать на ней ленивый исследователь. Богосвет, несколько комплектов брони с коронами и посохи призывателя звезд. Ленивый исследователь — это прокачанная версия трости, благодаря которому можно телепортироваться куда угодно в пределах экрана 20 раз, после чего он сломается. Богосвет — простой амулет вместо рюкзака, который ускоряет передвижение. Может пригодиться в будущем. Броня и короны — одни из лучших в игре, надев которые вы буквально становитесь танком. Посох призывателя звезд позволяет заспавнить теплую звезду, освещающую целый экран. Тоже может пригодиться в будущем. Лучше сделать парочку таких, потому что его можно трансформировать в посох призывателя лун. То же самое, но охлаждающее. Для новичков можно заострить внимание только на броне и коронах, чтобы снизить шанс смерти. Сделав все это, можно смело покидать пещеры, если вы изначально не пережидаете лето в них. Вышел я такой бронированный, но на дворе еще где-то середины лета. Что теперь? А теперь начинается стадия стазиса, где вы не можете полноценно отправиться в мореплавание или убить каких-то определенных боссов из-за жиры. В целом вы можете все так же фармить ресурсы на будущее, когда наступят более благоприятные сезоны. Убивать каких-то врагов или исследовать карту. Если сделали посох призывателя звезд, можете найти вот такой вот лунный алтарь. Застроить его так или так. И трансформировать посох в следующее полнолуние. Может когда-нибудь понадобится. Так это что? Я наконец-то прожил свой первый год? Ну, если наступила осень, то остается последнее испытание, которое окончательно подтвердит прожитый год. Медведь-барсук. В целом босс опять же несложный. Многие его используют как дровосека. Агрят на себя и бегают по лесу, пока он рубит деревья. Тактика тоже простая. 2-3 тычки, забатить на удар, отбежать, повторить процедуру. Ну либо завести его в пастбище бифола или щупалец и смотреть за увлекательным шоу. Теперь с уверенностью можно сказать, что вы смогли прожить свой первый год и более-менее разобраться в мире константы. Но вокруг еще тонна неизученного. Целая куча боссов и так называемый конец игры, который для каждого может быть разным. Поэтому от простой выживалки мы переходим к аннигиляции всего живого. Драконья муха. Как вы понимаете, эта часть будет посвящена целиком и полностью стратегиям и убийству всех боссов в игре. А начнем мы с той самой драконьей мухи. Вообще, убить ее можно всякими извращенскими способами. Вплоть до езды на бифол и стрельбы из рогатки на волтере. Но разберу я только классические методы. А их всего 3. Метод номер 1. Застраиваем все лавовые озера каменными стенками в форме круга или квадрата. Берем с собой 4 сета деревянной брони и 4 футбольных шлема. Из оружия можно взять также 3 или 4 теневых меча или 4 или 5 шипов щупалец. Из хилок можно взять 15-20 вареников или медовых бинтов. Самое главное взять флейту пана. Позже расскажу зачем и почему. Первым делом агрим муху и впитываем гарантированную тычку. А дальше месим ее по тактике, ее удар, 6 ударов, несколько миллисекунд отбежать. Тайминг удара и отбега довольно щепетильный и совершенно не для новичка. Потому что вы можете отбежать немного дальше нужного. И придется уже наносить 5 ударов и конечно же придется ждать немножко больше времени. После чего отбегать. Для удобства вы можете после каждого ее удара отсчитывать до 6 с такой скоростью. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В какой-то момент босс начнет призывать личинок, но они нам ничего не сделают, потому что заперты в клетке. В этот момент можно бегать за мухой и наносить ей дополнительный урон. После смерти всех личинок муха может войти в ярость. Важно держаться в этот момент подальше от клеток и использовать флейту пана, из-за чего она перейдет в свою обычную форму. Как вы поняли, этот босс не для новичков, но попытаться определенно стоит. Метод номер 2. Выстраиваем великую китайскую стену из каменных стен и табличек раз 15 стен. Сначала ставим стены, а потом уже таблички. Выглядит это примерно так. Все остальное мы повторяем из первого метода. Метод номер 3. Вместо застраивания озер или великих китайских стен мы можем построить клетку для самого себя. Главное, чтобы она была достаточно большой, чтобы муха случайно не сломала ее. Сначала надо заагрить босса, а потом застроить за собой стенку. Все остальное, опять же, повторяем из первого метода. Клаус. Интересный босс, награда за убийство которого может быть как самой ценной, так и откровенным хламом. Я посоветую 3 метода, как убить его, а стоит оно того или нет, решать вам. Но сначала разберемся, как нам его призвать. Примерно на 3-й день зимы нам надо найти оленей в мозаичном или каштановом биомах. Ударить одного из них и столкнуть любого из них с любым препятствием, чтобы он сбросил свои рога. Как только вы получите их, сразу можно отправляться на поиски мешка с добром. Выглядит как белый тряпичный мешок с замком, спавнится в этих же биомах. Если смогли найти его, то половина дела сделана. Теперь надо вставить рога в мешок и к вам придет босс.
Метод номер 1. Для него вам понадобится от 1 до 3 комплектов деревянной брони и шлемов, а также 4 шипа щупалец или 3 теневых меча. Из хилок можно взять 6-8 вареников или медовых бинтов. Самым важным тут будет возможность экстренно сделать костер и наличие термального камня. Босс приходит вместе с оленями, которые тоже дерутся, если встать неправильно. Поэтому основная тактика будет такой. Стоим по центру от босса, байтим на тычку, отбегаем, наносим 3-4 удара и повторяем процедуру. Периодически босс будет поднимать одну из своих лап вверх вместе с каким-то из оленей. В этом случае надо отбегать подальше, потому что под вами появится либо ледяной гейзер, либо огненный. Термальный камень поможет вам соблюдать баланс температуры и не получать лишний урон. Главное, чтобы он всегда был нагрет. Примерно через 5000 хп босс призовет 2 крампусов, если вы в синглплеере, и их вы можете затанчить. Либо убить по тактике, забайтил на тычку, отбежал, нанес один удар и повтор. Когда вы снимете все хп боссу, его возродит амулет жизни, и он перейдет во вторую фазу, где периодически будет рычать и прыгать на вас, нанося комбо и сразу из 3 ударов. Поэтому, когда босс начинает рычать, берите трость в руки и убегайте как можно дальше от него, а дальше повторяйте прошлую методику. Важно! Оленей категорически запрещается убивать, иначе босс перейдет в ярость и просто сожрет вас, ведь урон по нему будет значительно меньше, а его хп и урон станут в разы больше. Метод номер 2. Выполняется он благодаря бифолу и хорош тем, что вам не нужно постоянно переключаться на трость. Кроме бифола и термального камня вам абсолютно ничего не понадобится. Сидя на бифолу, вы придерживаетесь такой тактики. Стоим по центру от босса, байтим на тычку, отбегаем, наносим 2-3 удара и повторяем процедуру. Все остальное остается прежним. Оленей не трогайте, а как босс начинает рычать, сразу убегайте. Метод номер 3. Для него вам понадобится все то же самое, что и в первом методе. Также вам понадобится минимум 40 прирученных ребят, будь то мермы или свиньи. Этот метод хорош только за Максвелла, Вурт или с кучей свиней, которых вы сможете приручить. Я называю его тактикой дистанционного боя, ведь вам даже не нужно бить босса лично, хоть и никто не мешает вам делать это. Однако у этого метода есть огромный минус. С большей долей вероятности ваши подручные убьют 1 или 2 оленей, из-за чего Клаус падет в ярость, поэтому вам надо реально много воинов. Чтобы избежать этого, старайтесь носить как можно больше урона по Клаусу, чтобы выиграть самому себе время. Подобные методы я больше не буду разбирать, так как благодаря прирученным существам вы буквально можете убить всех и вся. Дело лишь в количестве. Близнецы ужаса. Не самый полезный босс, наградой за убийство которого является щит ужаса. Чтобы призвать его, нам надо положить топливо ужаса в террариум и точно так же активировать его. Разберем 2 метода его убийства, с использованием флейты и без. Метод номер 1. Нам понадобится флейта пана, трость, 1-2 комплекта деревянной брони и шлемов, а из оружия можно взять 4 теневых меча или 5 шипов щупалец, и на всякий случай парочку хилок. Как только близнецы появятся, вам надо сразу же усыпить их флейтой, после чего загреть одного из них и увести его подальше, а потом бить до бесконечности, пока не начнет делать рывки. Также, если он начнет призывать глазики, то переключайте внимание на них, чтобы облегчить битву. Как только близнец начинает вращаться и делать рывки, убегайте по диагонали от него с тростью в руках. Как убьете первого близнеца, таким же методом можно убить и второго. Также учитывайте то, что при достижении определенного количества хп боссы перейдут в вторую стадию, где будут делать больше рывков и призывать больше глазиков, точно так же, как и глаз ужаса. Метод номер 2. Понадобится все то же самое, но кроме флейты. Как только близнецы появятся, вам надо забайтить одного из них на рывки и сразу же убегать от второго близнеца. Если сможете убежать на достаточную дистанцию, то сможете драться точно так же, только с одним близнецом. А в остальном тактика убийства точно такая же, как и в первом методе. Энд. Заметил, что не разобрал самого простого недобосса в ДСТ, лут из которого, однако, является довольно приятным. Появляется он случайно из срубленных игроков деревьев, шансом в 1,3%. Другими словами, примерно каждые 80 деревьев будет спавнить хотя бы одного энта. Методов его убийства целый вагон. Метод номер 1. Для этого метода вам буквально ничего не нужно. Если вы боитесь с ним драться или хотите пофармить халявные шипы щупалец, то просто отведите его в болото и заставьте его наступить в щупальца, а дальше повторяйте вплоть до его смерти. Вы точно так же можете столкнуть его с агрессивными пчелами-убийцами, которых он наверняка не сможет пережить. Метод номер 2. Вам понадобится любое оружие и комплект брони со шлемом, на всякий случай. Придерживайтесь тактики подбежали, забайтили на тычку, отбежали, нанесли 2-4 удара и повторяете. Метод номер 3. Для этого метода вам опять же ничего не понадобится. Находите любого босса, подводите энта достаточно близко к нему и наблюдаете, как он рассыпается. Королева пауков. Тоже довольно простой и бесполезный босс. Появляется со временем из кокона 3-го уровня. Сама по себе постоянно призывает пауков и через какое-то время превращается обратно в кокон 1-го уровня. Разберем 2 метода ее убийства. Метод номер 1. Достаточно будет взять любое оружие, пару комплектов брони и шлемов и 1-2 хилки. Как только встретите королеву, сначала надо будет убить всех пауков рядом с ней. Как драться одновременно с толпой врагов, мы разберем чуточку позже. А дальше все просто. Подбежали, забайтили на тычку, отбежали, нанесли 2-4 удара и повторяете. Когда она призовет очередного паука, сначала убейте его, а потом переключайтесь вновь на королеву. Метод номер 2. Из экипировки вам ничего не понадобится.
Вы все правильно поняли. Вам надо стравить босса с любым существом, на кого агрятся пауки. Это может быть другой босс, свиньи или щупальца. Смотрите и наслаждайтесь. Мальбатрос. Наверное, это точно самый бесполезный босс ДСТ. Найти его можно около косяков рыб шансом в 25%. Если вы любите заниматься рыбалкой в океане, то вы можете порыбачить в этих же косяках, и шансов 10% он появится. Сам по себе всегда нейтрален. Разберем всего лишь один метод его убийства. Метод номер 1. Для начала нам понадобится пару комплектов брони, один теневой меч или шипы щупалец, пара весел из коряги, а также несколько заплаток или досок для лодки. Как только все подготовите, плывите в океан на лодке без мачты, так как эта птичка обожает их ломать. Если вам повезло и вы нашли его, то сразу же подплывайте поближе к нему и начинайте бесконечно его бить. Доджить его удары смысла нет, так как по большей части именно он доджит вас. Если он улетел от вас или нырнул под воду и запустил волны, сразу же берите весло в руки и гребите к нему. Периодически чините лодку, если ломается. Повторяйте до победного конца. Повелитель кладовых мух. Если честно, то я даже не знаю, как это существо умудрилось оказаться в боссах игры. Даже каких-то тактик не хочется рассказывать для него. Можете просто надеть любую броню из ваших хранилищ, взять любое оружие и затанчить его. Много хп он вам не снимет. Ну либо на крайний случай можете носить ему около 2 ударов и отбегать. Но смысла в этом особого нет. И да, этот недобосс может появиться, если в радиусе 1,5 клеток от огорода находится не менее 15 полностью выросших или сгнивших растений. И только после 35-го дня. Древний страж. Руинный босс, который является ключевым для изменения пещеры и убийства другого босса. Найти его можно в конце такого незамысловатого лабиринта. Чтобы облегчить поиски, рекомендую сделать турицитовый медальон. При нахождении в вашем инвентаре он будет указывать на точное местоположение босса. Дропает случайный, но чаще всего полезный лут, поэтому разберем один метод его убийства. Метод номер 1. Вам понадобится фонарь. Можно заменить на костер или звезды от посоха. От 1 до 3 комплектов брони, 2 теневых меча или 3 шипа щупалец и несколько хилок. Как только босс начнет расшаркивать землю своими копытами, вам надо встать напротив одной из колонн или обломков. Вскоре босс начнет разбегаться прямо на вас, и в этот момент вам надо отбежать от него. Как только он столкнется с колонной, то сразу же начнется землетрясение. Смотрите на тени на земле, чтобы не попасть под каменный дождь. Если пережили землетрясение, то у вас будет громадное окно для нанесения урона боссу, пока он снова не поднимется на ноги. Дальше можно повторять процедуру вплоть до его перехода во вторую фазу. В ней особо ничего не меняется, за исключением того, что босс иногда может начать проигрывать такую анимацию и готовиться к прыжку. В этот момент вам надо отбежать как можно дальше от него. А также при нанесении урона боссу он будет выплескивать из себя теневые щупальца. Вам надо будет следить за ними, и как только они будут вылазить из-под земли, сразу же убегать от него. После чего можно будет повторять все по новой. Кошмарный свинобороть. Раз уж затронули подземных боссов, то без него никуда. Найти его можно в окружении вот таких вот 3 колонн в грязевом биоме. А чтобы его призвать как босса, для начала понадобится кирка-топор и амулет кошмаров. Первый, чтобы разбить все колонны и высвободить босса, а второй, чтобы убить теней-паразитов, которые будут прыгать на босса. Разберем только один метод его убийства. Метод номер 1. Вам понадобится магосвет, трость, любой источник освещения, несколько шлемов, 2 теневых меча или 3 шипа щупалец, а также 4-6 хилок. Как только вы убьете последнюю тень-паразит, босс заагрится на вас и начнет разбегаться. Чтобы задоджить эту неприятную атаку, вам надо взять приличную дистанцию. И как только босс начнет ее сокращать, начинать бежать от него по диагонали. Лучше всего налево. Как только вы задоджите его прыжок 3 раза, он застанется на 10 секунд. Важно наносить ему урон в этот момент, иначе он будет регенерировать свое здоровье. Также, если вы хоть раз подставитесь под его прыжок, то вам снова придется доджить 3 раза. Так вам надо повторять вплоть до его второй фазы, где он начинает замахиваться своим кулаком. Рекомендую байтить его бить по колоннам, так как с них падает полезный камень ужаса. Если вы сломали все колонны, то дальше тактика проста. Как только он начинает замахиваться, отбегайте от него подальше и заходите к нему немного сбоку, нанося несколько ударов. Вскоре он перейдет в третью фазу, где будет комбинировать прыжки и удары. Тактика такая же, как и в первой фазе. Просто бегите к нему по диагонали и сбивайте, пока он встанет. Главное, не подставляйтесь под удары в третьей фазе, а то босс вполне вероятно сотрет вас с лица земли. Огромный глубинный червь. Относительно новый босс, награда за убийство которого не стоит того. Чтобы встретить его в вашем мире, придется постараться, потому что он может прийти случайно вместо волны обычных червей, шансов 5%, который увеличивается с каждым приходом червей вплоть до 50%. Разберем 2 метода его убийства. Метод номер 1. Вам понадобится 40 единиц любого ресурса, 2 комплекта брони и шлемов, 1 теневой меч или 2 шипа щупалец, а также несколько хилок. Как только червь появится, важно не подставляться под атаки его рта. Просто бегайте от него и скидывайте по одной штуке любого ресурса. Рано или поздно червь попадет под этот ресурс и начнет сживать его. У вас появится окно для атак по его рту, где-то 4-5 ударов. Таким образом вы повторяете это вплоть до его смерти. Метод номер 2. Вам понадобится целая куча живых существ и все то же самое, что и прежде, кроме 40 штук любого ресурса. Вместо байта на предметы вы должны заставить червя проглотить кого-либо, хоть пещерного зайца. Как только червь проглотит существо, он застанется на большее время, чем от предмета, и у вас будет более большое окно для атак. Таким образом вы снова повторяете это вплоть до его смерти. Жаба-поганка и ее страдающая версия. Тот босс, которого многие попросту скипают.
Оно и не мудрено, ведь награда за него не настолько цена, насколько за других боссов. Да и сам босс убивается слишком долго ради всего этого. Призвать ее обычную версию довольно просто. Надо найти вот такую вот структуру с фиолетовым грибом в середине и ударить по нему топором несколько раз. Если же вы хотите призвать ее страдающую версию, то предварительно надо поставить птичью клетку в пещерах и посадить туда канарейку. Примерно через 5-6 дней она станет отравленной, после чего вам надо привести ее к тому же фиолетовому грибу и просто кинуть рядом, после чего она взорвется. А дальше точно так же надо ударить несколько раз топором по грибу. Разберем только один метод ее убийства. Метод номер 1. По-хорошему вам понадобится мясная бита, так как хп у нее слишком много. 3-4 комплекта деревянной брони и шлемов, от 4 до 8 ветродуев и холодильник с хилками неподалеку, от 10 до 40 штук. Обязательно надо поставить 2-3 звезды вокруг гриба, так как битва будет идти чрезвычайно долго. Всего жаба имеет 4 вида атаки. Первая, жаба выбрасывает из себя споры бум грибов, которые через пару секунд вырастают и взрываются. Эта атака доджится простым отбегом от нее. Вторая, жаба подпрыгивает на месте, распространяя ударную волну. Не всегда может получиться задоджить это, но как правило это доджится точно таким же простым отбегом. Третья, жаба выплевывает на голову персонажа споры, которые взрываются через 3,5 секунды и выпускают газ, ускоряющий порчу продуктов и наносящий урон. Эту атаку у вас не получится задоджить. Лучше всего отбегать от газа как можно скорее. Четвертое, жаба выращивает вокруг себя споры грибы, которые сильно бафуют жабу. Именно их вы и должны сломать ветродуями. Причем чем раньше, тем лучше. Битва будет длиться очень долго, поэтому будьте готовы к тому, что это займет не один день. Пчелиная матка. Один из самых полезных боссов с по-настоящему достойной наградой. Рекомендую к убийству, так как награда позволяет сделать имбовые переносные лутбоксы, в которых ничего не портится. А также мармеладки, постепенно хилящие 120 хп и пчелиную корону, конвертирующую негативную ауру рассудка в положительную. Призвать ее довольно легко. Надо найти такой огромный улей и несколько раз ударить по нему молотом. Разберем один, самый главный метод ее убийства. Метод номер 1. Для него вам понадобится около 5 или 6 шляп пчеловода, магосвет, трость, 4 или 5 теневых мечей или 5 или 6 шипов щупалец, около 3 или 4 флейт пана и 25 вареников или медовых бинтов. Также можно и нужно воспользоваться посохом звезд и расставить около 3 вокруг улья, так как битва будет идти довольно долго. Как только появится пчелиная матка, вам сразу же надо убить почти всех ее трутней, кроме одного, а дальше просто танчить и бегать за маткой, пытаясь нести ей урон. Если вы случайно убьете последнего трутня, она снова призовет 4. Как только снимете 25% хп, она перейдет во вторую фазу, где призовет еще больше трутней. Тут-то вам и понадобятся флейты пана. Сначала используйте флейту, усыпляя всех вокруг, а дальше сбивайте пчелиную матку, пока она криком не разбудит всех. Так надо повторять вплоть до третьей фазы. Как только снимете 50% хп, матка периодически будет орать и приводить трутней в ярость. Тут-то вам и понадобится взять в руки трость, надеть магосвет, если еще не надели, и убегать от них по дороге, после чего будет два выбора. Либо поймать идеальный тайминг и вернуться к матке раньше трутней, из-за чего вы успеете нанести какой-то урон, либо усыпить трутней подальше от матки и начать наносить ей урон, после чего она снова начнет кричать. Так надо будет повторять вплоть до ее смерти, после чего вы получите эту драгоценную награду. Теневые шахматы. Тоже ключевой босс для убийства другого. Награда с него не так цена. Чтобы призвать его, придется постараться. Для начала вам надо починить 3 вот таких статуи с помощью разбросанных кусков мрамора по всему миру. Чтобы ускорить процесс, настоятельно рекомендую воспользоваться бифола. Как только вы почините статуи, вам придется дождаться новолуния или полнолуния, во время которых они начнут трястись. Сломав их киркой, из них вылезут соответствующие шахматные фигуры, а также выпадут специальные эскизы, которые как раз таки помогут скрафтить призывалку. Дальше вам понадобится впихнуть эти эскизы в гончарный круг, сделать там статуи ладьи, слона и коня, и поставить их в каком-нибудь удобном месте. Как только наступит новолуние, вам надо будет сломать их молотом, и из них появятся 3 теневых фигуры. Разберем 3 метода убийства с разной последовательностью. Метод номер 1. Потребуется около 3 стеклянных резаков, 4 мраморных брони, 4 шлема и 10-15 вареников или медовых бинтов. Мы будем просто танковать все фигуры, убивая их в порядке слон, ладья, конь. Все 3 фигуры отличаются механикой своих механических сородичей, а после убийства каждой они апаются, поэтому важно выбрать правильный порядок. В первой стадии можете пытаться доджить летучих мышей от слона и укусы ладьи, бегая по дороге с тростью в руках, а во второй стадии рекомендую уже просто танчить, так как скорости с мраморной броней скорее всего не хватит. Как только останется единственный конь, заведите его куда-нибудь в тупик и просто танчите, нанося бесконечную серию ударов. Метод номер 2. Потребуется около 3 стеклянных резаков, магосвет, 1-2 деревянной брони и 3-4 шлема, а также 10-15 вареников или медовых бинтов. Первым делом нам надо убить коня или слона. Особый порядок не так уж и важен. По-хорошему, параллельно доджите укусы ладьи. Как только убьете первую фигуру, готовьтесь периодически брать трость в руки, так как скорости может не хватать, чтобы доджить ладью и слона. Если осилили слона и осталась только ладья, с магосветом и тростью в руках бегите от нее по дороге. Также можете забегать ей прямо в пасть, когда она только-только телепортировалась к вам. Так окно для ударов станет чуточку больше. Метод номер 3. Вам потребуется бифола, обычное или невесомое седло на нем и парочка шлемов, на всякий случай. Первым делом вы убиваете коня, по возможности уворачиваясь от остальных. Следующей жертвой обязательно должен стать слон,
Как только увидите летучих мышей, отбегайте на Бифала как можно дальше. Последней фигурой будет ладья, тактика с которой не меняется. Древний топлевопряд. Один из финальных боссов ДСТ по мнению всего комьюнити. Дроп с него довольно хорош, но его ценят не только за дроп, но еще и за возможности, открываемые после его убийства. Перезапуск руин, целая куча нового контента в пещерах, а также новые навыки для некоторых персонажей. Чтобы призвать эту машину, для начала надо взять древний ключ, который мы получили после убийства древнего стража. Также не забудем про теневое предсердие, которое падает из теневых шахмат. Еще понадобится 8 окаменелостей, падающие из таких камней. К тому же по-хорошему пригодится амулет кошмаров или ленивый исследователь. Если вы хотите видоизменить пещеры, то вам понадобится 5 камней ужаса. Об этом попозже. Как только все соберете, надо будет найти вот такую структуру с гигантским щупальцем и механизмами рядом с ним. Механизмы устраняются легко, а на щупальца придется потратить больше времени из-за постоянного призыва более мелких щупалец. После устранения прыгайте вот в эту дыру и проходите очередной лабиринт. Да, Клей просто обожают лабиринты. Перед вот такими обелисками вам надо иметь полный или нулевой рассудок. Тут-то вам и пригодится амулет кошмаров или ленивый исследователь. В конце этого лабиринта вас встретит такая аренка, в алтарь которой надо вставить древний ключ. Затем надо поставить 8 окаменелостей и собрать скелет, а дальше всего лишь ставить теневое предсердие и босс появится. Разберем 3 метода его убийства. Метод номер 1. Вам понадобится 3-4 комплекта тулицитовой брони и тулицитовых корон, 4 теневых меча, резака или 5 шипов щупалец, до 30 жареных зеленых грибов, ленивый исследователь, амулет кошмаров, 3-4 ветродуя, 25-30 вареников или медовых бинтов. Опционально можно взять корону пчелиной королевы и мармеладки. Метод довольно затратный, но как правило гарантирующий полную победу. В первой фазе вы можете носить около 2-3 ударов, после чего надо будет отбегать от его удара головой. Периодически топлеопряд будет спавнить костяную спираль, а также наносить урон вокруг себя. Если видите немного другую анимацию, отбегайте от него и доджите костяную спираль. Босс может закрыть вас костяную клетку, выбраться из которой можно будет только благодаря ленивому исследователю. Но в первой фазе рекомендую это затерпеть и просто танчить. И да, учтите, что вокруг босса действует сильная негативная аура на рассудок. По-хорошему вам надо иметь постоянно высокий рассудок или сражаться в короне пчелиной королевы. Позже расскажу почему. Так вам придется потанцевать с ним до того момента, пока вы не опустите его здоровье до 10 тысяч. Как только хп босса опустится до этого значения, он станет неуязвимым и начнет призывать ткачей, поглощая которых будет восстанавливать себе аж по 400 хп за каждую. Тактика тут довольно проста. Берите в руки ветроду и кидайте 2-3 торнадо в его сторону, а сами надевайте амулет кошмаров и ломайте вот такие теневые руки, которые обеспечивают ему неуязвимость. Если босс закроет вас в клетку, выбирайтесь из нее как можно быстрее благодаря ленивому исследователю. Кстати, эти руки можно ломать благодаря нему же, так как у них очень мало хп. Если на вашем экране начинает появляться такой эффект, как можно быстрее снимайте амулет кошмаров и отжирайте зелеными грибами, иначе попадете под стан на 3 с лишним секунды. Возникает этот эффект только при неполном рассудке, поэтому постоянно поддерживайте его на высоком уровне. Если торнадо закончились, а ткачи все еще живы, то рекомендую кинуть еще одно торнадо, чтобы точно не дать восстановиться топлеопряду. Так вам придется повторять все это до конца битвы. Торнадо, руки, бить до потери сознания. Для экономии брони и хилок можете продолжать доджить его атаки черепом, но вероятнее всего из-за этого вам не хватит ветродуев до конца битвы или зеленых грибов. Так что рекомендую либо танчить, либо танчить. Метод номер 2. Вам понадобится 6-7 комплектов тулицитовой брони и тулицитовых корон, 5 теневых мечей, резаков или 6 шипов щупалец, до 60 жареных зеленых грибов, 2 ленивых исследователя, амулет кошмаров, 40-60 вареников или медовых бинтов, опционально корона пчелиной королевы и мармеладки. В этом методе все остается на своих прежних местах, за исключением того, что теневых ткачей придется убивать вручную. Из-за этого придется тачить гораздо больше урона, и этот метод только для тех случаев, когда вы срочно хотите его убить, а ветродуев у вас нет. Метод номер 3. Вам понадобится все то же самое, что и в первом методе, кроме ветродуев. Также вам понадобится Венди, Винона или Максвелл. Первая за счет Абигейл, которая будет убивать всех теневых ткачей в округе. Вторая за счет Катапульт, которая будет выполнять точно такую же роль. А третья за счет теневых двойников, которые, угадайте что? Правильно, будут убивать ткачей. Как вы понимаете, в основном плане ничего не меняется. Для всех троих можно заменить броню и оружие боевым бифало с боевыми седлами. Приятным бонусом для Венди станет повышение урона от бифала за счет Абигейл. После убийства теневого топлеопряда появится теневая рука, которой с чистым сердцем можно отдать 5 камней ужаса и видоизменить пещеры. Металлический свин-оборотень. Все верно. Это тот самый свин из пещер, что сбежал наружу. Призывать его довольно легко. Достаточно покопаться в его мусоре несколько раз, и он впадет в ярость. Учитывайте то, что он появляется только через 10 дней после убийства его подземной версии. Награда за его убийство довольно хороша, так что этот босс явно стоит того. Разберем один метод его убийства. Метод номер 1. Вам понадобится 2 теневых меча или 3 шипа щупалец, 3-4 комплекта деревянной брони и шлемов, а также 10-15 вареников или медовых бинтов. Вначале свин побежит к груди своего хлама и возьмет случайно один из 3 видов оружия. Если он возьмет секиру или наплечник, то вам надо забатить его ударить по любой постройке или существу, например, по этому забору. Перед ударом он либо вскидывает секиру над своей головой, либо взмахивает рукой, если на нем наплечник. Используйте это как предупреждение и сразу отбегайте.
Также, если вы убили небесного защитника, это чудовище может достать лазерную пушку, задолжить которую можно с тростью и магосветом, но возможно достаточно одной трости. Атаковать его можно, пока он копается в груди мусора и изучает свое оружие. На изучение он тратит примерно 3 секунды, поэтому за секунду до атаки старайтесь отбегать к постройке. В какой-то момент свин будет брать несколько оружий сразу, и задолжить это дело будет трудно, поэтому старайтесь дожить хотя бы какое-то количество атак, не боясь получить по лицу в случайный момент. Также, если вы покинете территорию свалки, то он будет кидаться в вас мусором. Пользуйтесь этим, если препятствия закончились посреди битвы. Ледяная челюсть. Странный босс, который тоже был добавлен относительно недавно. Для его призыва вам надо найти вот такой ледяной остров. Да-да, один из тех самых 4. В центре этого острова будет прорубь, в которой нужно поймать 3 окуня с помощью спиннинга. После поимки 3-го эта гадина выпрыгнет, но будет оставаться нейтральной. Разберем один метод его убийства. Метод номер 1. Для него вам понадобится 2 теневых меча или 2 шипа щупалец, 2-3 комплекта деревянной брони и шлемов, 8-15 вареников или медовых бинтов, а также кирка или кирка-топор. Между всеми атаками вы будете успевать наносить где-то 2-3 удара, после чего придется доджить. Всего у этой гадины 3 атаки. Первая – 2 удара плавниками в форме овала перед боссом, после которой идет 3-й удар хвостом по площади вокруг акулы. Доджится либо забеганием за спину, после чего надо будет как можно быстрее нанести ей урон, чтобы она не начала делать удар хвостом, либо простым отбегом от акулы, но тогда есть вероятность поймать хотя бы 1 удар. Вторая атака. Акула создает 2 ледяные стены в направлении персонажа и ныряет между ними. Всего есть 2 тактики действия во время этого. Либо просто втанчить это, что не самый оптимальный вариант, либо сломать киркой стену и попытаться успеть выбежать. Конечно, можно использовать ленивый исследователь, но это не очень целесообразно. Третья атака. Акула будет заныривать под воду, периодически выпрыгивая, чтобы упасть на вас. С тростью это задоджить довольно легко, просто находитесь в постоянном движении. Как только акула промахнется, вам надо начать наносить ей как можно больше урона, чтобы она прекратила использовать эту атаку. Если вы сражаетесь с ней зимой, будьте готовы к тому, что эта атака будет ломать арену, так что старайтесь стоять ближе к центру. После победы на ней, чтобы получить награду, можно дать ей до 5 океанических рыб, за что она даст карманный морской телепорт в любую морскую исследованную точку карты. Король крабов. Основной босс для убийства другого, призыв которого просто что-то с чем-то. Для начала вам понадобится жемчужина, которую можно получить после выполнения 10 квестов отшельницы. Да-да, именно с того острова отшельницы. Квесты отшельницы прямо сейчас на вашем экране. Все квесты выполнять не обязательно, поэтому если какие-то квесты вам впадло выполнять, можете смело их скипать. После получения жемчужины у вас 2 пути. Вы можете либо оплавать весь океан в поисках вот такого сооружения, либо уничтожить посохом разрушения посох призывателя лун, чтобы получить переливчатый самоцвет. Пойти с ним в архивы, запустить там питание и решить загадку, ради получения чертежа астрального детектора. Вернуться на поверхность, найти 2 алтаря на поверхности, после чего астральный детектор будет указывать на то же самое сооружение. Второй способ все-таки более предпочтителен, потому что для убийства еще одного босса эти алтари все равно вам понадобятся. Также рекомендую сделать на плоту щепучую лебедку, так как после убийства короля крабов с него выпадет еще 1 алтарь. Как только доберетесь до этого сооружения, вам надо будет немного разломать статуи вокруг него, чтобы спокойно приблизиться к нему. Возьмите на всякий случай пару заплаток. Если все проделано правильно, вам надо будет ставить жемчужину и 8 драгоценных камней. Каждый из драгоценных камней будет по-своему усилять короля, поэтому мы разберем 4 метода с использованием разных камней. Метод номер 1. Короля крабов мы вставим 6 красных самоцветов, 1 фиолетовый и 1 синий. Нам понадобится 4 комплекта деревянной брони и шлемов, 2-3 теневых меча или 3-4 шипов щупалец, 1-2 флейты пана, 20 вареников или медовых бинтов, а также целая куча травяных плотов и парочка весел из коряги. Как только вы призовете босса, вам надо будет убить все внушительные клешни и поставить плот в таком положении, чтобы до вас доставало как можно меньшее количество орудийных башен. Если получилось, то просто вливайте тонну урона по королю, периодически ставя новые плоты, если ваш будет разрушаться. Во второй фазе ваша задача добраться как можно быстрее до ледника, запрыгнуть на него и усыпить или убить всех крабов-гвардейцев, после чего сломать ледяной барьер и до последнего наносить урон по королю. Как только арена начнет трескаться, вам надо как можно скорее убежать к краю и запрыгнуть на плот, а после разрушения повторять все вплоть до его смерти. Метод номер 2. Короля крабов мы ставим всего по чуть-чуть. 1 красный самоцвет, 1 фиолетовый, 1 синий, 1 желтый и 4 оранжевых самоцвета. Нам понадобится 2-3 комплекта деревянной брони и шлемов, 2-3 теневых меча или 3-4 шипов щупалец, 1 флейта пана, 10 вареников или медовых бинтов, 2-3 ветродуя, а также целая куча травяных или 2-3 деревянных плотов, 10-20 заплаток и парочка весел из коряги. Тактика тут точно такая же, вплоть до стадии с ледником, где как только краб спавнит ледник, мы должны кинуть в него несколько торнадо, после чего усыпить или убить всех гвардейцев и наносить как можно чаще урон по своему крабу, чтобы не давать ему хилиться. Также из-за того, что мы поменяли порядок самоцветов, ваш первоначальный плот скорее всего останется целым, поэтому вы будете запрыгивать именно на него. Метод номер 3. В короля крабов мы вставляем 4 фиолетовых и 4 желтых самоцвета. Нам понадобится 3-4 комплекта деревянной брони и шлемов, 2-3 теневых меча или 3-4 шипов щупалец, 2 флейты пана, 15 вареников или медовых бинтов, а также целая куча травяных или 3-4 деревянных плотов, 15-30 заплаток и парочка весел из коряги.
В этом методе будут усилены крабы-гвардейцы, из-за чего усыплять их придется чаще, а также будет больше орудийных башен, из-за чего по вам будут чаще стрелять. Небесный чемпион. Ранее финальный босс лунной стороны, а сейчас же просто крутой парень. Чтобы призвать его, нужно постараться не на шутку. Для начала надо собрать все алтари на основном острове и один алтарь после убийства короля крабов. После этого надо оттащить все это добро на лунный остров, где надо вставить их в те самые скважины в форме треугольника. Если вы еще не добыли алтари на самом лунном острове, то их тоже надо будет добыть и вставить в одну из скважин. После этого запустится ивент с лунными бурями, а текущий день заменится на полнолуние. Ищем на карте вот такие места и отправляемся к ним. Механика лунных бурь похожа на песчаные, поэтому, чтобы видеть внутри них, вам понадобятся пустынные очки либо астроочки, черчеж на которые вам даст вакстов, если встретите его в лунной буре. Дальше вам понадобится упаковочная обертка, 2-3 кирки и 2 сачка. Кирка понадобится, чтобы ломать вот такие валуны, появляются со временем после удара молнии. Как только соберете 30 штук, рекомендую сразу же спрятать их в упаковочную обертку, так как они быстро портятся. Сачки же понадобятся, чтобы ловить вот такие лунные проблески, которые со временем появляются в месте лунных бурь. Их вам понадобится 15 штук. И внимание, ни в коем случае не прячьте их в упаковочную обертку, иначе вам снова придется их ловить. Как только соберете все это, вам снова надо будет найти вакстафа в лунной буре и немного поиграть в догонялки, после чего запустится еще один ивент. В нем вам надо защищать вот такую статику от птиц-мутантов, а также параллельно подавать инструменты, которые просит вакстаф. Птиц можно убивать ленивым исследователям, так как хп у них крайне мало, но на всякий случай возьмите с собой пару комплектов брони. Инструменты будут со временем появляться неподалеку от вакстафа, главное успевать ему подавать их. С этим может возникнуть проблема, так как вакстаф говорит одни названия, а подписаны они другими. На этой таблице видны реальные названия инструментов вместе с теми, как они называются в игре. Можете запомнить их. Кстати, Винона без проблем видит реальное название прямо в игре. Если вы смогли защитить статику и вовремя давали все инструменты вакстафу, то получите связанную статику. Также вам понадобится 8 металлолома со свалки, парочка электрических штуковин и небесная сфера, которую можно найти вот в таком вот камне. Появляется после метеоритного дождя шансом в 34% или после 60-го дня шансом в 100%. Со всем этим добром вам надо вернуться на лунный остров и сделать лунный сифонатор. Разместить его между теми самыми алтарями, и после улучшения третьей стадии босс наконец-то призовется. Разберем один метод его убийства. Метод номер 1. Для него вам понадобится 6-7 комплектов брони темной ночи и тулицитовых корон, около 8 теневых мечей, костяная броня и костяной шлем, магосвет, ленивый исследователь и 30-40 слизи гломера, либо 40 сырых зеленых грибов и столько же вареников. Опционально понадобится ветродуй. Как только заспавнится босс, вам сразу же надо взять трость в руки и бежать по диагонали от босса, так как своей первой атакой он будет перекатываться зигзагами. Следующая атака он может либо прыгать и бить своими клешнями по земле, что дожится простым отбегом, либо он может сесть и спрятаться за щитами, призывая гештальтов. Во время этой атаки надо отбежать как можно дальше. После всех этих атак появляется окно для нанесения около 6-7 ударов. Теперь поговорим про роль костяного шлема и слизи гломера. Если у теневого топлеопряда нам надо было поддерживать рассудок на максимальном уровне, то тут по-хорошему нам надо держать его на минимальном. Иначе вам будет мешать гештальты и постоянно замедлять или усыплять вас. Сняв все хп босса, он перейдет во вторую фазу, где у него есть 4 вида атак. Первая атака. Перед ней очень важно надеть магосвет и взять трость в руки, и бежать как можно быстрее от босса. Так как босс включает режим мясорубки, если не успеть убежать, то можно попасть под серию ударов и умереть за считанные секунды. Вторая атака – обычный удар лапкой. Ничего особенного. Можно либо впитать, либо успеть отбежать. Третья атака. Босс бьет 3 раза подряд лапкой. Спавник гештальтов. Лучше всего держаться подальше от него и бегать вокруг его оси в этот момент. Четвертая атака. Босс впивается в землю и спавнит шипы. Лучше всего в этот момент подбежать к нему и бить его как можно дольше, пока у него не начнется анимация любой атаки. После чего надеть магосвет, взять трость и снова повторять процедуру. Между всеми атаками окно варьируется от 5 до 10 ударов. Лучше всего не наглеть, чтобы не подставляться под мясорубку. В очередной раз, сняв все хп, защитник перейдет уже в третью фазу, где сразу же заспавнит кристаллы. Лучше всего не подходить к ним. Либо при наличии ветродуя сразу же сломать все кристаллы на пути. Иначе впадете в сон и гарантированно получите урон в следующей атаке. Если не считать кристаллы за атаку, то в этой фазе всего 4 атаки защитника. Первая атака. Босс впивается в землю, и его корона начинает быстро крутиться. Лучше всего не подходить к нему в упор, чтобы не получить случайный урон от этой атаки. Вторая атака практически такая же, но босс также создаст поле и будет призывать великих гештальтов. Лучше всего во время нее всегда находиться в движении и как можно быстрее выбежать из этой области, потому что если остаться в ней, то атака будет идти бесконечно. Третья и четвертая атаки похожи. Защитник выпрямляется или проворачивается вокруг своей оси и спавнит либо круговые, либо прямые лазеры. И те лазеры довольно трудно задоджить в начале. Выстреливает он их 2 раза в одно и то же место, поэтому важно задоджить хотя бы один из 2 лазеров с забеганием в безопасную область. Кстати, у лазеров есть значительный плюс. Если вы не взяли ветродуй, то можно завасить босса на то, чтобы он сломал их своими же лазерами. Во время окна между атаками можно провести от 5 до 9 ударов, после чего босс сразу же начнет кастовать следующую атаку. После его убийства появится вакстаф, который тут же захочет осколок просветления. Если захотите немного изменить поверхность вашего мира и увидеть новых боссов, то и дайте ему этот осколок. Апнутые боссы. После убийства Небесного Защитника целый ряд боссов будет перерождаться, если активны лунные разломы. О них я расскажу чуть позже. Разберем этих боссов всех вместе.
Для одержимого варга понадобится пара комплектов брони и шлемов, любое оружие со сквозным уроном и парочка хилок, на всякий случай. Его особенность лишь в том, что призванные им гончие после смерти могут переродиться в ужасных гончих, а также сам варг может начать дышать холодным пламенем, поворачиваясь из стороны в сторону. Насчет гончих все довольно просто. Надо убивать их как можно быстрее, либо усыплять, чтобы оставаться с варгом наедине. Насчет самого варга еще проще. Старайтесь забегать ему за спину, чтобы не стоять перед его холодным пламенем, а дальше вливайте как можно больше урона. Циклоп олень тоже претерпел изменения. Для него понадобится все то же самое, но хилок можете взять побольше. Также рекомендую взять нагретый термальный камень либо посох призывателя звезд, так как этот говнюк научился охлаждать еще сильнее. Еще можно взять огненный посох или факел для более комфортной битвы. Во-первых, под его ногами появляются ледяные лужи, которые будут замедлять и охлаждать персонажа. Также он научился проводить серию своих ударов сразу, поэтому рекомендую байтить его на тычку и стараться забегать ему за спину, после чего вносить дамаг. Если вы отбежите от босса достаточно далеко, то он сорвет со своей спины ледяные кристаллы и бросит в вас. Можете воспользоваться этим и просто бегать на достаточной дистанции от него, пока он дважды не кинет ледяной кристалл. После чего нужно ударить его либо факелом, либо огненным посохом, из-за чего он застанется. Так вы повторяете вплоть до его смерти. Самый безопасный вариант просто держаться на дистанции и заплевывать его огнем. Медведь-барсук тоже стал довольно неприятным. Для него понадобится все то же самое, что и для варга, за исключением оружия. Его лучше взять в 2 экземплярах. Вначале он будет бить почти точно так же, как его обычная версия, но будет немного скользить вперед, из-за чего надо отбегать заранее. Если отбежите недостаточно далеко, то он будет продолжать спамить эту атаку. Как только снимете ему 800 здоровья, у него появится новая способность. При заходе ему за спину он будет прыгать назад и пытаться задавить вас, создавая ударную волну. Также не советую отбегать от босса слишком далеко, иначе увидите Лероя Дженкинса во всей красе. Босса можно застанить сразу после его прыжка назад. Надо нанести ему 2 тычки, и тогда он застанется и можно будет его спокойно бить. Учтите, что после выхода из стана надо будет снова снять 800 хп, чтобы он начал прыгать назад. Про небесного реминанта я не вижу смысла говорить, так как это просто троллинг от разрабов, и это буквально первая фаза небесного защитника со сквозным уроном. Просветленный военбот и небесный отпрыск. Заключительные боссы текущей ветки ДСТ. Сначала надо убить всех апнутых боссов и прийти к Вакстафу на остров Отшельницы. Потом надо сначала дать Вакстафу карту местности, и чтобы у вас была исследована лунная пристань. После чего Вакстаф вернет нам карту, и мы должны будем отдать ее Отшельнице. Дальше нам надо расширить остров Отшельницы с помощью экстраполятора Субстрата. И сделать его можно будет около этой станции после переселения Отшельницы. Не отходя далеко, делаем 6 плазмоинкапсуляторов. И с этого момента нам надо поймать 6 гештальтов. Из примечательного за разных гештальтов в будущем будут разные виды дронов. Прямо сейчас на экране можно ознакомиться со всеми видами и их особенностями. После того, как отдадите все капсулы Вакстафу, он выставит их и призовет того самого небесного ревенанта. После его смерти надо поймать чистого гештальта, отдать Вакстафу, и босс призовется. Разберем один метод их убийства. Метод номер 1. Для него вам понадобится либо дождаться зимы, чтобы вызвать постоянное переохлаждение вашего персонажа, либо наставить около 10-15 звезд с помощью посоха и кинуть рядом с ними точно такое же количество термальных камней, чтобы задолжить урон от дронов. Из снаряжения мы возьмем 3-4 турицитовых брони, парочку лунных или теневых шлемов, также 3-4 лунных или теневых оружий, 1-2 ленивых исследователя и около 20-25 вареников или медовых бинтов. Если пользуетесь методом с постоянным переохлаждением, то рекомендую взять побольше хилок, так как хп упадет знатно. Всего у босса 6 видов атак, которые появляются и пропадают со временем. Первая атака — это удар по земле рядом с собой, доджится простым отбегом, так как он довольно долго применяет ее. Во второй атаке военбот попытается пнуть вас и отбросить. Угадайте, как доджится эта атака? Правильно, простым отбегом. Третья атака — это прыжки на месте, наносящие урон по площади. Как ни странно, доджится абсолютно так же. В четвертой атаке военбот снова прыгнет, но в этот раз попытается упасть вам на голову. Чтобы задоджить, можно пробежать под ним. Если не получается, то как можно быстрее используйте ленивые исследователи и телепортируйтесь подальше от босса. В пятой атаке босс начнет запускать дронов с теплонаведением, бороться с которыми можно 2 способами. Первый — это просто всегда оставаться в переохлажденном состоянии, из-за чего боты не будут вас видеть, но из-за этого вы будете получать периодический урон. Второй — это принести на арену что-либо, издающее тепло. Это могут быть горячие термальные камни, которые постоянно что-то обогревают. По достижении 14 500 здоровья босс активирует всех дронов, и с этого момента они будут пытаться еще сильнее помешать вам. Как я уже говорил, у каждого дрона свои особенности в зависимости от гештальта. Некоторые спавнят лазерные стены и показывают чудеса работы циркулярной пилы, а некоторые просто стреляют электрическими шариками. Старайтесь держать один глаз на боссе, а второй глаз на летающих рядом дронах. Тратить время на их убийство я не рекомендую, так как со временем они восстановятся. И да, если эти ребята закроют вас вот в таком вот загоне, то рекомендую телепортироваться из него при помощи ленивого исследователя. Их намерения можно предугадать по их движениям. Если опускаются, значит хотят посадить ловушку. Кстати, пора поговорить про шестую атаку. Это громадный лунный луч. Вместе его попадания за секунду образуется индикатор, из-за чего можно успеть выбежать даже без трости в руках. Этот луч я также не рекомендую танчить, так как он наносит просто колоссальный урон, а также накидывает усталость на персонажа. Так вам надо довести здоровье босса до нуля, из-за чего из него выпрыгнет небесный отпрыск. У этого смешарика всего 3 атаки. Первая атака — это рывок, который в зависимости от здоровья может быть в единичном экземпляре или в 2. Во второй атаке отпрыск ударит своими конечностями о землю, нанеся гигантский урон, а также покроет пол лунной магмой, которая наносит периодический урон и усыпляет персонажа.
Старайтесь снести полоску босса как можно скорее, иначе есть шанс, что вся арена будет покрыта лунной магмой и файт будет запорен. Кстати, обе атаки могут быть сразу после друг друга, так что если видите изменения в анимации босса, берите в руки трость и бегите по диагонали от него, чтобы не подставиться. Когда здоровье отпрыска упадет ниже 10 тысяч, он свернется в сверхновую. Некоторое время будет заряжаться, после чего выпустит волны лунной энергии, которые все так же наносят периодический урон и усыпляют. Задолжить эту атаку можно, спрятавшись за одной из частей воинбота. Так вам надо повторять вплоть до его смерти. Если рывки, убегать по диагонали от босса. Если сверхновая, прятаться за частями воинбота. Эта часть является неким послесловием, а также рассказом о том контенте, который вы, вероятнее всего, упускаете в своих прохождениях. Я понимаю, что я рассказал далеко не все тактики для убийства боссов. Затронул далеко не все про нюансы выживания в константе. В конце концов, в зависимости от вашего уровня скилла, вам может понадобиться гораздо меньшее количество ресурсов для убийства боссов, чем то, что я озвучивал. Однако я рассказывал из личного опыта и своих самых первых прохождений. Хоть сейчас я и сам могу немного по-другому подготовиться или применить совершенно другую тактику для убийства боссов. Даже какие-нибудь снежкометные машины вовсе не обязательно ставить на базе вне пустыни. Но да хватит об этом. Пора бы рассказать о том, что я упустил, и о том, что возможно упускаете вы. Забытый лес. Пожалуй, стоит начать именно с него, ведь я упомянул его еще в самом начале ролика. Что в нем можно найти? На самом деле из полезного тут только орехи узловатых деревьев, которые можно достать только с помощью щепущей лебедки, и фиги, которые идут на древесный джем. Из примечательного в этих орехах то, что они выполняют функцию громотвода и пустынной бури. Молнии не попадут ни в один объект под листвой этого дерева, точно так же ничего не загорится. Однако цепная реакция пожара все еще может сжечь все, поэтому стоит быть осторожным. В самом забытом лесу из примечательного можно встретить вот таких травяных бифала, с которыми особо нечего сделать, а также пауков-водомерок, которые будут охранять болотные фиги и сохранность дерева. Сам орех узловатого дерева можно посадить где угодно в воде, после чего из него появится такое дерево. А чтобы оно выросло, надо удобрять его тем самым древесным джемом. Толпа врагов. На одном из боссов я упомянул, что расскажу, как драться с целой кучей врагов. На самом деле тут ничего сложного. Если это какие-нибудь пауки или лягушки, то вы можете зажать кнопку атаки, которая стоит по умолчанию на F, и сразу же после удара отбегать. Прямо сейчас у вас на экране видно, как я справляюсь с этим. Эта тактика позволяет драться чуть ли не со всеми существами в DST и не получать урон. Важно просто попытаться освоить ее. Немного про еду. Недавно я выяснил, что некоторые игроки испытывают проблемы с едой, поэтому мы разберем, как же все-таки получить ее. Из очевидного. Во всех биомах константы могут спавниться ягодные кусты, но чаще всего они появляются именно на таких полянках и в каштановом лесу. Можете собирать их там каждые 3 дня. Также в любой сезон, кроме зимы, каштановые деревья будут дропать вам свои шишки, которые спокойно можно пожарить и съесть. Еще никто не запрещает вам убить несколько бифала, если закончилось мясо на базе. Также мясо можно добыть и благодаря вот таким вот кучкам грязи, следуя по которым вы попадете на одного из 3 существ: каалый слон, варк или слизовца. Если это варк или слизовца, то в кучке грязи будет такой клык. Поэтому если вы боитесь драться с ними, то можете не продолжать поиски существ по этой кучке. Хорошим подспорьем в мире константы станет мясо монстра, который буквально падает из целой кучи мобов. Самыми простыми из них будут пауки. Его можно использовать в казане в количестве 1 штуки и всегда получить хорошую еду на выходе. Либо его можно отдать той самой птице в клетке и получить яйцо, как раз таки необходимое для вареников или многих других хороших блюд. В критической ситуации всегда можно сломать пару пчелиных ульев и получить минимум 12 меда, которые протянут вам жизнь еще на какое-то время. По-хорошему, с теми же пасеками или ягодными кустами на базе вы окончательно перестанете испытывать проблемы с голодом. Просто не забывайте брать еду с собой в экспедиции. Навыки персонажей. Какое-то время назад Клей добавили навыки многим персонажам DST. Их список прямо сейчас на вашем экране. Определенные навыки персонажей разбирать слишком долго, но в игре почти у всех навыков есть вполне понятное описание, так что вы с легкостью можете понять, что они делают. Получить эти навыки можно со временем. Прямо сейчас на вашем экране таблица с интервалами получения навыков. Всего можно получить 15 очков навыков. На это у вас идет 68 игровых дней. Очки навыков будут сохраняться и для других миров. Также некоторые навыки можно получить только выполнив определенные условия. Например, убить теневого топлеопряда или небесного защитника. Почитать об этом можно прямо в игре, нажав на такой вот замочек. Навыки можно сбросить в другом мире на этапе выбора персонажа, либо отдав идол из лунного камня небесному порталу, после чего вы попадете в то же самое окно выбора персонажа, но уже в нужном вам мире. Учтите, что если вы попытаетесь сбросить и перераспределить навыки в другом мире, то они будут такими только в нем. В остальных же уже созданных мирах навыки будут прежними, и поменять их можно будет только благодаря идолу. Лунная пристань. Как часто вы вспоминаете о ней в своих прохождениях? Нет, даже не так. Вспоминаете ли вы о ней когда-либо, кроме как во время нашествия пиратов? Думаю, что нет. А зря, ведь на ней тоже есть тонна занимательного контента, который скипают многие игроки. Сама по себе лунная пристань располагается где-то в одном из углов карты. Населена она пороховыми обезьянами, которые будут пытаться грабить вас, как только увидят. Чтобы было не так обидно, можно положить в крайний левый слот стак бесполезных предметов, но убивать их я не рекомендую, так как при убийстве с них падают проклятые безделушки. Основная беда этих проклятых безделушек в том, что они в вашем инвентаре навечно, либо пока не сделаете приношение королеве обезьян. А если вы соберете 10 таких штук,
станете вот такой вот обезьянкой, играть за которой очень неудобно. Да, к слову, избавиться от них можно двумя способами. Первый через приношение бананов королеве обезьян, за что она будет отнимать 4 безделушки за 1 банан. Либо при смерти у приманка цвета, но тогда придется искать способ воскрешения. Возможно, также можно умереть с ними где-нибудь на краю карты, и тогда они просто пропадут, но это не факт. Теперь поговорим про королеву лунной пристани. Если в вашем инвентаре нет безделушек, то за каждый банан она может дать чертеж пушки, пушечных ядер, набора для причала, набора для причальной сваи и дерна пляжа лунной пристани. Поэтому тем более имеет смысл приходить сюда с бананами, чтобы получить вполне солидные чертежи. Также при приношении банана активируется право прохода на 4 минуты, из-за чего обезьяны перестают вас грабить. Из примечательного на острове можно встретить вот такой неестественный портал, который будет выплевывать эти ресурсы раз в 15 секунд. Это явление можно ускорить, если давать порталу лунные проблески. Самое полезное это, конечно же, ростки, которые имеет смысл пофармить. Например, бананы или камыш уж точно не будут лишними, ведь так? А вот росток пальмового дерева поможет сделать пиц в каком-нибудь месте, если вы выменили чертеж у королевы. Соляной биом. На самом деле тут нет чего-то особо примечательного. Максимум, что тут можно встретить, это кромсатели печенья или соляные образования. Про первых можно сказать одно. Они любят жрать. Без шуток. Если они вопьются в ваш плот и вы не убьете их в течение 3 секунд, то они оставят пробоину. Их панцири нужны в основном для прокачки дома отшельницы. А вот такие соляные образования можно разбивать киркой и получить соль, которую можно потратить на соляной ящик. Хорошую альтернативу холодильнику с более долгим сроком порчи, но только для сырых продуктов. Разломы, их существа и предметы. За все время я ни разу не упоминал про них, хотя должен был. Начнем для начала с теневых разломов. Через 5 дней после того, как вы отдадите камень ужаса Чарли, в пещерах откроется теневой разлом. Появляется он в случайном месте. Вокруг него создаются миазмы, в которых ваш персонаж будет передвигаться медленнее и получать периодический урон, а также затмевать обзор. Их можно сжечь чем угодно, однако они восстановятся через 2 минуты. Также около разлома можно встретить вот таких вот чудиков. Это теневые взрыватели. После смерти он оставляет вот такого таракана-гранату, который будет преследовать вас и взорвется через 4 секунды. Сам по себе дропает 2-4 единицы чистого ужаса, довольно полезного материала для будущих крафтов. Всего у разлома 3 стадии. Примерно каждые 5 дней он будет переходить в свою следующую стадию, из-за чего находиться рядом с ним будет опаснее. Спустя 15 дней существования он пропадет, но появится вновь через 5 дней. Также во время существования разлома обычные дожди в пещерах будут заменяться на кислотные. Во время них каждые 1,5 секунды вы будете получать периодический урон. Ваша броня будет ломаться, а также прочность некоторых предметов будет снижаться и ваша еда будет портиться. Также во время землетрясений и кислотных дождей на вас будут падать вот такие огромные валуны. Еще в пещерах теперь появятся вот такие существа. Это бяккеры. Их прикол в том, что при попадании в персонажа они втягивают его в себя, наносят урон и забирают в себя случайные предметы из вашего инвентаря. Их можно убить только с помощью оружия со сквозным уроном. Обычным не получится. Во время существования разлома некоторые трещины будут зарастать камнями ужаса. Их будут охранять вот такие чернильные чувачки, у каждого из которых целая куча неприятных атак. Разбирать их долго, поэтому вкратце расскажу про дроп. Со всех 4 падает от 3 до 4 темных лохмотьев и от 1 до 2 чистого ужаса, а также топлива ужаса. Темные лохмотья вам понадобятся для новых крафтов, как и чистый ужас. Но как же их открыть? Для начала вам надо прийти к древней псинонаучной станции и сделать теневой постамент. Поставить его где вашей душе угодно, его аля, вы получаете целый список имбовых предметов. Тут вам и инструменты, и оружие, и инструментальное оружие, имбовая броня, зонтик защиты от кислотных дождей. Короче, разгуляться тут можно, и для многих крафтов тут используются как раз таки теневые лохмотья. Еще про пещеры. В одном из биомов под названием Пумарол также появляется еще один моб – Мегагниль. Она поедает миазмы и в зависимости от ее сегментов дропает значительно больше ресурсов. Убить ее можно благодаря вот таким вот интересным деревьям, но о них попозже. Что-то мы задержались на теневом разломе, пора бы перейти к лунному. Появляется он, если отдать осколок короны Вакстафу, по таймингам идентичный теневому разлому. Вокруг разлома появляются вот такие чувачки, называются грейзерами, а также появляются кристаллы разлома, наверное самое полезное, что тут есть. Эти кристаллы разлома вам обязательно надо добыть, так как это очень ценный ресурс для будущих крафтов. Называется чистым сиянием. На территории разлома ваш рассудок будет снова заменяться этим глазиком. Когда у разлома будет 3-я стадия, игра оповестит вас об этом, накинув белую полосу вверху экрана. С этого момента каждые 3-4 дня в вашем поле зрения будет вторгаться гештальты и вселяться в садовые растения поблизости. Они будут превращать растения в смертоносные светлоцветы, которые будут дропать тоже довольно полезный материал для крафтов – оболочку светлоцветов. Также во время активного разлома лягушачьи дожди будут периодически спавнить светлоглазых лягушек, шансом 60%. Еще при активном разломе может начаться лунный град, который длится всего 90 секунд. Во время него большинство структур будет покрываться лунным стеклом, который спокойно можно собрать. Теперь поговорим, как скрафтить топовый лут лунной стороны. Для начала вам понадобится небесная сфера, у которой мы и будем крафтить станцию. Называется она набором из светлокузни. Вы можете точно так же поставить ее где вашей душе угодно. А дальше у вас точно так же открывается целая куча крафтов лунной стороны. Виды деревьев и еще немного про фермы. И нет, обычные деревья я не буду тут разбирать. Однако с недавними обновлениями в игру ввели целую кучу новых деревьев. К примеру, что вы знаете об удивительном семени? Где эту штуку найти, я расскажу позже. Но вот что примечательно. Из него можно вырастить сразу 2 относительно новых дерева. Шипастый мрачник и скальное дерево. У этих деревьев есть 2 условия для роста. Сезон.
Для шипастого мрачника зима, а для скального дерева лето. Дерн. Для шипастого мрачника болотный дерн, для скального дерева скалистый дерн. Первое дерево не так примечательно. Суммарно оно растет от 11 до 19 дней и каждые 25 дней производит 4 ночных ягоды, которые замедляют персонажа, но дают ночное зрение на 4 минуты. А вот второе дерево более интересно. Растет столько же и точно так же производит плоды раз в 25 дней. Но этими плодами являются некие живоды, которые можно положить рядом с источником тепла и через 30 секунд получить случайный самоцвет. Соответственно, Клей буквально добавили более простую ферму самоцветов прямо в игру, что играет нам на руку. Также с одним из недавних патчей в игру завезли новый биом с названием Фумарол, в котором можно найти вот такие вот деревья. Примечательны они тем, что они производят добычу в зависимости от биома, в котором были посажены, что развязывает нам руки для создания целых гектаров таких деревьев, пассивно фармящих нам чуть ли не все ресурсы. У них есть только один минус. Их довольно неприятно собирать. Если попытаться срубить его без шлема, то валун упадет нам на голову и нанесет 25-50 урона. Однако, если на голове будет хотя бы тулицитовая корона, то камень на короткий миг отскочит от персонажа, из-за чего можно будет успеть убежать. Также ненадолго вспомним про узловатые деревья, которые по сути своей тоже являются своеобразными фермами еды. Ладно, давайте на какое-то время опустим тему деревьев и затронем другие виды ферм. Стандартные мы уже разобрали, с деревьями тоже успели разобрать. А что там насчет огородов и ферм мобов? Лично мне не особо нравятся огороды из-за того, что даже с плодовой мухой они тратят на себя довольно много времени. Представьте, сколько времени вы на них убиваете, чтобы вырастить какое-то количество плодов. Хотя если соблюдать все условия и постоянно выращивать огромные плоды, огород становится по-настоящему хорошей темой. Но он все еще требует много времени и долгой раскрутки. На вашем экране приведены все самые лучшие варианты рассадки во все сезоны. Для хорошего фермерства вам понадобится только лейка для ежедневного полива растений, мотыга, пара садовых плугов и шляпа главного садовода. Самым интересным вариантом ферм являются фермы на мобах, потому что они, как правило, представляют собой бесконечный источник мяса и даже своеобразными оберегами. Но обо всем по порядку. Сначала мы начнем с зайцев. Примечательны они тем, что являются враждебными к монстрам, как и свиньи. Но в отличие от свиней они не поедают мясо. Понимаете, к чему я клоню? К примеру, можно создать вот такой вот загончик. Поставить в него домик зайца, и он постоянно будет убивать летучих мышей по вечерам. Мало? Пожалуйста. Вот вам полноценная ферма пауков. Всего-то надо нафармить ресурсы на 6 домиков зайцев и периодически ломать коконы 3-го уровня, чтобы не появлялась паучья матка. Все еще мало? Поставьте несколько таких вот загонов, чтобы вы могли проходить них, но какой-нибудь бифало уже не мог. Найдите 5-6 калослонов и загоните их в разные загоны. Вот у вас уже есть ферма навоза. Все еще мало? Вот ненасытные. Тогда вот вам аж целая ферма рассудка, которая идеально работает с каким-нибудь теневым сетом и пчелиной короной. Но это не ферма на мобах, из-за чего не настолько привлекательна для внимания. Если у вас есть база в пустыне, то вы можете организовать ферму Вольткос прямо под боком. Главное, чтобы она была в пределах 2 экранов от вашей базы. Для начала нам понадобится злонебон, несколько стен, калитка и организовать что-то вроде такого. Дальше придется убить всех Вольткос и оставить живых только 2 из них, а потом отвести одну из Вольткос подальше от другой. Теперь надо отгородить ее и загнать в такой загон, чтобы она постоянно пыталась вернуться. Другую козу мы можем усыпить, либо дождаться ночи, и тоже обставить ее заборами. Важно поставить в загоне злонемон, чтобы ферма работала. Если все сделано правильно, то у вас появится собственная ферма их врагов, из которых можно сделать ветродуи, моргенштерны, да все что душе угодно. Также можно сделать ферму мрамора из мраморных бобов. Пригодится, если вы играете за Волтера или проходите игру танча всех мобов. Также есть такая ферма. Вы можете задать вопрос, а почему у приманка светов нет глаз? Если поставить его на плот, то он просто будет стоять и светить мяском. Своих глаз не будет спавнить, а вы сможете бесплатно собирать лиственное мясо без лишних усилий. В конце концов, можно проявить фантазию и сделать какую-нибудь ферму кроточервей или высоких птиц. А ведь это только малая часть того, что предоставляет ДСТ. Клады и их сокровища. Плавая в океане, вы можете встретить вот такие штуки. Это может быть либо куча ракушек, что довольно бесполезно, либо затонувший сундук. А примечательно он тем, что лут в нем чаще всего очень богатый и полезный. Найти его довольно просто. Надо просто использовать послание бутылки, и шансов 3-4% у вас появится отметка на карте. Также из него может выпасть удивительное семечко, которое мы разобрали немного ранее. Сцены и казино. На самом деле про сцену особо нечего говорить. Но если вы захотите когда-нибудь попробовать устроить шоу, то вам точно сюда. Чтобы правильно пройти выступление, вам нужно подобрать правильный костюм и сценарий. Костюм можно снять с такого манекена, а сценарий лежит на афише. В сценарии как раз можно узнать, какой костюм требуется для текущей сценки. Награды за выступление можно получить только если вы будете выступать без костюма. В конце выступления заспавнится 3 шипастых волка, из которых выпадут простенькие и зачастую бесполезные предметы. Сыграв сценку, сцена будет перезаряжаться от 3 до 6 дней, после чего можно будет продолжить выступление. Также в мире константы вам может попасться вот такой автоматик, в котором можно поиграть в покер. Правила такие же, как и в обычном покере. Тут я рассказывать про это особо не буду, так как займет много времени. Из примечательного в начале игры вам будет предложено выбрать Джокера. Эффект каждого Джокера уникален, и прямо сейчас находится на ваших экранах. В награду же за разное количество очков вы можете получить как агрессивных монстров, так и самоцветы с золотом. Ручная бутафория. В вашем мире вам может попасться такая вот роза. Она примечательна тем, что по наступлению кромешной тьмы будет следовать за вами и издавать звук ксилофона. Получается такой вот дешевый хоррор. Но ее суть не в этом. Если ударить по ней молотом ровно 86 раз, она выкинет рецепт декоративного столика, который можно будет поставить на базе.
Примечательно но тем, что в него можно поставить лампочку, из-за чего он будет излучать свет ровно 10 дней, после чего лампочку придется заменять. В правильных руках это можно использовать как хорошее долгосрочное освещение на базе. Немного про Биффало. В этом видео я неоднократно упоминал про прирученного бифала, даже не разобрав эту тему. Что важно знать? Всего существует 4 вида бифала. Пухлый, боевой, скоростной и обычный. Приручить бифала довольно просто. Надо просто впихнуть в него 10 веток или травы, надеть на него седло, и он будет катать вас 15 секунд. Чем дольше вы будете его эксплуатировать, тем дольше он будет катать вас. В день это прожорливое создание будет съедать около 30 веток или травы, а приручаться без стальной щетки он будет целых 20 дней. Однако, если вы убили слезовсуту при ежедневном расчесывании, его можно приручить это за 15 дней активной езды. Что примечательно, лучше не брить и не наносить урон бифала, иначе прирученность и послушность могут сильно упасть. Также не рекомендуется приручать его во время сезона размножения, или перед ним, иначе время езды будет заметно ниже. Хотя если есть сильная нужда, то со шляпой бифала можно и поприручать его во время сезона размножения, однако будьте готовы к сюрпризам. У бифала есть такой показатель, как послушность. Проще всего он зарабатывается кормлением. Старайтесь держать его около 70-80%, чтобы бифал не скидывал седло и давал на себя залезть. Пора поговорить про характеры. Злобный получается легче всех. Надо просто постоянно наносить или получать урон верхом на бифала. Идеально с этим характером выглядит боевое и невесомое седло. Его особенность в повышенном уроне, и в том, что бифала придется постоянно подкармливать, чтобы сесть на него. Скоростной бифала получается при долгосрочной езде на нем. Идеально с ним точно так же выглядит боевое или невесомое седло. Его особенность повышенной скорости. Пухлый бифала получается при поддержании сытости выше 370 единиц. С ним уже хорошо смотрятся обычное или невесомое седло. Его особенность в постоянном повышении рассудка, если сидеть на нем верхом. А обычный... А что обычный? Никаких особенностей. Чтобы получить его, надо соблюдать баланс между этими тремя характерами. Прокачка Честера и его подземная альтернатива. И вот мы снова вернулись к этому попрыгунчику. Начнем с его прокачки. Честера можно превратить в снежного или теневого. У каждого из них свои особенности. Снежный Честер является подобием холодильника. Чтобы получить его, надо положить в каждую ячейку по кусочку льда и дождаться полнолуния, после чего он станет снежным. Теневой же Честер имеет 12 ячеек, и все предметы в нем хранятся в теневом измерении, то есть при смерти они не вываливаются из Честера, а остаются в теневом измерении. Чтобы его получить, надо положить в каждую ячейку по топливу ужаса, и точно так же дождаться полнолуния. Также в пещерах вы, очевидно, не сможете взять с собой Честера, но можно найти его подземную альтернативу – Хатча. Его особенность в том, что Хатч способен принимать различные формы, в зависимости от предметов в нем. Например, можно положить лампочку, и он будет светиться. Либо же оружие, и у него появятся шипы, которые будут наносить урон атакующему. Лично я не особо люблю им пользоваться, так как подземные обезьяны могут воровать из него предметы. Ну что же, думаю, этот ролик подошел к своему логическому концу. Вроде бы я затронул все, что посчитал нужным. Конечно, скорее всего, я что-то упустил, но думаю, это уже не настолько критично. В конце концов, всегда в комментариях найдутся люди, которые поправят меня. Ведь так? А пока что спасибо за просмотр. Было интересно записывать этот гайд. Надеюсь, что он помог вам. Удачи вам и до скорой встречи.